За прошедшие сутки произошли следующие изменения. На Купинском направлении продолжаются бои. На подступах к Степовой Новоселке операторы поддерживают штурмовые отряды 47-й танковой дивизии. Дронами-сбрасывателями гранат обрабатывают украинские силы в лесополосе между Ивановкой и этим селом. Также мешают в проведении ротации. Сами бойцы пока к атакующим действиям не приступают. Южнее Новоселовского бойцы проявляют инициативу. Экипаж на 2 единицах бронетехники, выдвинувшись на огневую позицию, приступил к обстрелу противника. После нанесения огневого поражения вернулся на исходные позиции. Как минимум, российская сторона продвинулась на 300 метров. Воины планомерно приближаются к северной окраине Стельмаховки. На Константиновском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В юго-восточной части микрорайона Канала расчет огнеметных систем, помимо солнцепёка, включили в работу Тосочку. Термобарами накрыл позиции противника в застройке повышенной этажности. Заявлено, что событие произошло в ночь на 31 мая. 2 недели назад российская сторона попыталась закрепиться в этом месте. Бои идут за каждый дом, особенно за высотные здания. В ВСУ благодаря ежедневным пополнениям в резервах удается отражать атаки на отдельных участках. Смещена линия контроля. Российская сторона продолжает усиленно обстреливать и уничтожать прибывающие резервы. В съемку попал момент, как противник на бронеавтомобиле Макс Про после ротации возвращался назад. В ВСУ проехали 230 метров. За это время российская сторона успела нанести 3 удара. Рядом можно заметить несколько единиц подбитой украинской техники. Бойцы превратили маршрут ВСУ в дорогу смерти. Тем более путь уже давно пристреленный. Расчет БПЛА продолжает отслеживать цели в ближнем тылу. Чуть севернее огнеупорного завода российские операторы уничтожили танк ВСУ. Десантники 98-й дивизии изматывают украинские силы. Если взятие Артемовска ассоциировалось с Вагнером, то выбивание ВСУ из Часового Яра будет ассоциироваться с воинами этого соединения. На подступах к Новоалександровке отряды группировки «Центр» продолжают улучшать позиции. Чуть юго-западнее села противник показал ролик поражения легко бронированного транспорта МТЛБ. Экипаж на технике возвращался назад. Судя по оставленному следу, отъезжал от восточной окраины Новоалександровки. Ранее бойцы там закрепились. Также в съемке можно увидеть, как за техникой идут бойцы. Не боятся получить автоматную пулю. Воины немного расширили контроль территории, включая поперечную лесопосадку, которая находится южнее места произошедшего события. Российские операторы также ведут охоту за вражеской бронетехникой. Северо-восточнее Веселого ланцетами поразили самоходную установку «Пион». Как минимум, техника выведена из строя, расчет которой обстреливал наступающих. Данная установка наносит удары крупнокалиберными снарядами в 203 мм. Урожайным обе стороны проявляют инициативу. Отряды 127-й дивизии на нескольких единицах бронетехники провели накат. Здесь заметна новая тактика у российской стороны. Применили метод карусели. Обстреливая противника, приближались к линии контроля и возвращались назад. В этом кадре показан пример, как 2 единицы едут назад, одна движется вперед. ВСУ помимо артиллерийских снарядов и дронов «Камикадзе» задействуют противотанковые ракеты и дистанционно минируют местность. Направляющаяся вперед техника наехала на мину. Постоянное применение новых тактик сбивает с толку противника, вынуждает его совершать ошибки. В данном районе каждую неделю замечается продвижение российской стороны. ВСУ на бронемашине попытались провести контратаку. Точным ударом бойцы уничтожили единицу техники вместе с пехотой. Контратака пресечена, участок остается активным. На Харьковском направлении продолжаются бои. В северной части Волчанской интенсивность остается высокой. Отряды группировки «Север» заблокировали обороняющихся в лицее номер 2. Противник попытался разблокировать своих сослуживцев, однако, потеряв 20 человек убитыми, вернулся на исходные позиции. 2 дня назад появилось видео, где противник начал штурмовать бойцов в малоэтажке. Событие произошло на улице Героев Чернобыля в 110 метрах южнее лицея. То есть уже тогда намечалось окружение противника. Несмотря на разрушение всех мостов, украинское командование не собирается сдавать позиции в северной части города. Обстановка остается напряженной. Министр обороны сообщил о потерях ВСУ за прошедший месяц. Численность превысила 35 тысяч украинских военнослужащих, по сравнению с апрелем на 5,5 тысяч больше. Здесь сказался увеличенный огневой урон противнику благодаря открытию нового Харьковского направления. Украинское командование остерегается открытия российской стороной еще одного направления в Сумском регионе.
В этом случае численность потерь ВСУ резко увеличится, а российская армия изматывает украинские силы. Пока что у ВСУ хватает резервов для закрытия образовавшихся брешей в обороне.